Ребята, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы сейчас находимся в городе Пуна. У нас была сложная дорога после города Чивая, которую мы вам не показали. И сейчас мы начинаем путешествие в этом городе, отправимся на озеро Титикака, а перед этим я покажу вам наш отель. У нас отель считается современным. По меркам Пуна называется Келкатани. Пройдем внутрь, посмотрим его. У отеля 3 звезды. Вход его украшен интересными символами, которые, скорее всего, имеют какое-то значение. Пройдем внутрь. Мы приехали вчера вечером в попыхах, как обычно. И здесь нас быстро заселили. Здесь ресепшн находится. У отеля множество наград есть. Здесь есть небольшой сувенирный магазинчик на ресепшене. Не знаю почему, но в этом городе очень много фигурок вот такого бычка. Мы вчера, пока шли до нашего отеля, видели его не один раз. Здесь продукция из альпаки, из ее шерсти точнее. А еще, наверное, необычно увидеть вот такие вот баллоны. Дело в том, что город находится на высоте 3860 метров, и кому-то, да, действительно может понадобиться кислород дополнительно. При входе в отель, как всегда, можно обработать дополнительно руки, измерять температуру. Здесь есть диванчики, если вдруг придется подождать вам очередь на регистрацию. Но сейчас такой необходимости нет, потому что свободно. Сейчас не совсем сезон поездки в Пуна. Но, тем не менее, многие ездят. Здесь есть континентальный завтрак. Он сразу входит в стоимость номера. Ну а мы с вами поднимемся в наш номер. Можно подняться по лестнице, но мы это сделаем на лифте. Мы проживаем на 3-м этаже. Сейчас утро. Мы готовимся к поездке на нашу экскурсию. У нас такой режим нон-стоп. Вчера мы были на одной экскурсии, потом проехали вечером до другого города. И сейчас быстро снимаем отель, завтракаем и отправляемся на следующую. Каждый этаж украшен картинами национальными. Жалко, что плохо видно. Вот, хорошо теперь видно. Свет включился. Видите, они какие-то необычные, не просто ровные картины, а очень интересные. Пройдем в наш номер. Не обращайте внимания, конечно, на такую обстановку. Мы как кочевники из одного города в другой, из одной страны в другую тоже. Видите, в комнате тоже есть картина. Огромная кровать. На ней можно вдвоем просто потеряться. Очень теплое одеяло. Это отлично, потому что в Пуну холодно. Зеркало. Тоже очень хороший момент, потому что когда ты в ванной и моешься, у тебя там запотевает стекло, зеркало, и им уже так не воспользоваться. А в комнате всегда можно посмотреть. Есть шкаф, которым мы даже не воспользовались, потому что всего лишь на одну ночь здесь оставались. Вот, никаких посторонних запахов в отеле нет. Окно огромное, шторы есть, чтобы закрыть плотно. Видите, даже вот такая вот плотная штора есть, чтобы солнце не проникало, потому что иногда в горах оно бывает очень ярким. Из окна открывается вид на крыши других домов, на горы. Есть телевизор, Wi-Fi работает неплохо. И еще один важный момент, ну, помимо того, что здесь еще есть столик, то, что здесь есть обогреватель. Мы его включали на ночь. Отлично греет и бесшумно тоже, что очень важно, потому что, ну, сами знаете, мы приехали уставшие, и еще шум обогревателя, конечно, может быть, от усталости мы бы его не заметили, но лучше спать в тишине. Еще одна картина. Вот такой вот у нас номер. Так, ну, давайте пройдем еще в душевую. Это душевая. Здесь тоже есть большое зеркало. Я сейчас немного запотела, потому что мы совсем недавно тут помылись. Полотенца большие есть, маленькие для лица. Отдельно на пол есть, хороший унитаз, и здесь не душевая, а ванная. Поэтому вечером полежать в ванне после холодного дня, после таких приключений, самое то. Сейчас я спускаюсь на завтрак и увидела такой вот интересный момент. Здесь такое пространство интересное, и оно все в домиках. Ну ладно, пойдемте на завтрак. Спущусь сейчас по лестнице, меня уже ждет Кирилл. Завтрак проходит на 1-м этаже. Здесь также еще дополнительно бары и кафе, помимо ресторана, где проходит завтрак. Меня здесь уже ожидает не только Кирилл, а уже что-то вкусненькое. Что у нас подают здесь?
Так, у нас подают сок, причем свежевыжатый, прям именно из апельсинов, не разбавленный, очень вкусный. Ну, ты заказала себе микс-сок. Также мы взяли яйца, лепешки с маслом. Яйца можно заказать разные, то есть или омлет, или жареный, или скрэмбл, то есть выбор большой. Также есть, смотрите, кофе, молочко и у Кирилла чай кока. Да. Поэтому сейчас кушаем и отправляемся на наше интересное путешествие. После завтрака мы уже оказались на центральной площади города Пуна. Рано-рано утром, но здесь мы, скажем так, пробегом, здесь мы оказались случайно, потому что сейчас мы отправляемся на экскурсию на озеро Титикака. И я просто лишь заглянул, чтобы показать вам этот парк. Красивые буквы с названием города, у которых фотографируется также фонтан, который, по-моему, вечером работает. Красивые деревья, красивый парк. Также, конечно же, на какой площади в Южной Америке нет собора. Здесь же он тоже есть. Там поодаль немножко, вы его видите. Вот здесь, да, очень красивый. Как всегда, на главной площади располагается собор. Так, друзья, мы приехали в порт города Пуны. Приехали мы на трансфере. За нами заехал представитель компании, у которой мы взяли экскурсию на озеро Титикака. То есть отправляемся сейчас на озеро. Во время прогулки мы посетим 2 острова. Время сейчас 7:30, то есть очень рано, но все экскурсии начинаются именно в это время, если вы хотите посетить и увидеть как можно больше мест. С пристани открывается вид на различные лодки, а также на город. За нашей спиной, вот видите, небольшие здания, постройки. Buenos días. Thank you so much. Buenos días. Okay. See you. Не успели зайти на лодку, а уже здесь танцы, песни и игра на гитаре. Сейчас мы заполняем небольшую форму. Что там нужно написать? Фамилия, имя, Фамилия, возраст и страну. Страну, да. То есть небольшие данные. Откуда там у нас эти? Смотря у всех участников, из России нет, в основном из Бразилии, Мексики, перуанцы, Соединенные Штаты и Денмарк. Да. Дания. Мы уже находимся на лодке, отплыли. Виды, конечно, красивые. Озеро Титикака, самое высокое, одно из самых, наверное, высоких озер в мире, потому что находится на большой высоте. Сейчас мы проезжаем какой-то пропускной пункт, где нужно оплатить за то, чтобы наша моторная лодка, наш катер, даже не боюсь этого слова, проехал. Ну, вот наш гид-экскурсовод передает какую-то денежку за проезд. Сейчас мы проплываем различные небольшие островки. В основном эти островки искусственно созданные. Чуть позже на один из таких плавучих островов мы высадимся. На острове нас уже встречают местные жители. Приветствуют нашу лодку. Сейчас мы высадились на остров, который называется Урос. Это плавучий остров. Даже когда по нему идешь, то есть ощущается, знаете, такое, как на батуте. Переступаешь с ноги на ногу и ощущение, что ты идешь по батуту. Такое импровизированное лобное место, куда мы сейчас все рассядемся, нам что-то покажут, расскажут. Также есть хижины, в которых, возможно, проживают местные, а возможно, не проживают, но, скорее всего, все-таки проживают. Но здесь есть и сувенирные магазинчики, есть и скот, хозяйство, какие-то уточки там пасутся. Я думаю, нам расскажут о том, как строят подобные острова, потому что их здесь более 40 на территории озера Титикака. Помимо курочек, даже кролики здесь бегают. Вот он, поскакал. А сам остров покрыт вот такой соломой. Очень прочный. И внизу основание из глины. Сейчас нам представляет президента этого острова, поэтому все аплодируют.
Сейчас, наверное, на протяжении получаса нам наш гид Анхель с помощью местных жителей рассказывал об этом острове, что здесь проживает 8 семей, 25 человек. Ну, в общем, о быте, о хозяйстве, о том, как этот остров, ну, скажем так, строят из плотной соломы, из земли. А сейчас нас пригласили в местный дом посетить. Этот дом, правда, больше похож на некий магазин. Здесь демонстрируют свои работы. Ну, такие вот полотенца Да, она местные. показывает, что она вышивала, и что это значит, что здесь Пача мама — это мама озера, что есть Пача папа — это отец этого озера. В общем, различные символы, и которые... Она сама вышивает. Да, и нам предлагается это купить за 10 солей. Ну, нам рассказали, что в этой хижине она живет втроем со своей семьей. Также можно прогуляться по другим домикам, но в основном здесь все рассчитано на туристов. Везде продают сувениры, сплошные палаточки с различными фенечками, безделушками. На этом острове остается все меньше и меньше жителей, потому что все уезжают либо в Пун, либо в какие-то другие большие города. Поэтому, возможно, там лет через 10, через 20 уже здесь никого не останется. Эти острова будут вообще исключительно для туристов, и здесь сами семьи уже проживать не будут. А сейчас проживает около 8 семей. Плавучий туристический остров, на который привозят всех туристов. Обязательный пункт назначения данный остров. Но местные жители не то что привыкли, они даже рады здесь туристам, потому что туристы, помимо того, что покупают здесь различные сувениры, также здесь есть возможность прокатиться на местной лодочке, не помню, как она называется, но ее называют здесь Mercedes-Benz. Она сделана полностью из соломы. Ну, сейчас, наверное, подойду поближе, покажу вам еще ее. И 10 солей стоит прокатиться для туристов. Поэтому, как сказал наш гид, если хотите помочь этим семьям, то не пожалейте 10 солей. Вот здесь небольшой макет. Показано о том, как делается почва для этих островов. Используют землю своеобразную. И вот эти вот крепкие стебли, которые называются татора, кладут их сверху. Эту татору вообще используют для много чего, потому что здесь у татора есть цветы, которые помогают при болезнях. Потом татору эту можно... Вот, видите, это, видимо, она же татора. Вот эту вот часть верхнюю, ее можно есть. Как банан. Чистите шкурку и кушайте. Вот, а цветы. А вот цветы, кстати, из таторы, которые нам показывали, что помогают при различных заболеваниях. Также в этом растении содержится очень много кальция, поэтому у всех местных жителей очень хорошие зубы. А еще здесь есть мини-лодочка, тоже сделана из этой соломы. Но она здесь более красивая, чем, конечно, в реальной жизни. Чуть позже я вам покажу, как она выглядит. Потому что сейчас она отплыла здесь с туристами. Вот такие вот браслетики, очень популярные в Перу. Поэтому, если подводить общее впечатление об этом плавучем острове, то можно сказать, что это скорее плавучий рынок, на котором местные жители продают различные товары. Вот на такой лодке предлагают прокатиться за 10 солей всем желающим. Лодка полностью сделана из соломы, и очень часто ее здесь продают на сувениры различной формы, размера. Мы уже отплыли на лодочке дальше, можно подняться даже наверх. Ну, и мы, похоже, приплыли уже на соседний остров плавучий. Расстояние между ними совсем небольшое. Совсем небольшое, буквально Пару минут. 2-3 минуты, и вы на соседнем острове. Нужно отметить, что у этого острова почва такая более рыхлая. Здесь прям совсем проваливаешься. Поэтому здесь есть деревяшки, по которым можно идти словно по мостику. Мы сейчас на острове Алес-Урус, он входит в группу островов Урус. Этот остров также очень туристический, потому что здесь сплошные палатки с товарами, с различными сувенирами. Также кафешки расположены. Небольшое кафе, где продают кофе с молоком, всякие ММДМС, снеки. Водичка, да. Сейчас мы плывем не быстро. По обе стороны растет та самая татора, из которой делают здесь острова водные, на которых мы только что с вами были. Наконец-то выглянуло солнышко, оно то заходит, то выглядывает. Достаточно долго мы плыли к следующей точке, остров Такиль, но это уже не водный остров, а уже настоящий. Здесь у нас будет ланч и, если не ошибаюсь, небольшая прогулка.
Сейчас мы поднимаемся, наверное, минут 5-7 в горочку. Такой небольшой трекинг. Идем мы, видимо, до ресторана. Сейчас мы поднялись немного повыше. Возле нашего ресторана ждем всю группу. И вот такой открывается шикарный вид. Там внизу есть небольшие пляжи. Правда, вода здесь, говорят, плюс 10, поэтому купаются только местные. Либо, как наш гид рассказывал, сумасшедшие русские. Сейчас нам демонстрируют, как делать местное мыло. И даже можно его... I can try? Ну, не знаю уж, из чего это сделано. Из какой-то зеленой травы. Чуилью он назвал. Ну, очень такое. Да, здесь часто все делают из листьев коки, но на этот раз... Ну, пахнет сейчас просто травой. После получасовой небольшой опять экскурсии, рассказа про местную жизнь, как готовят мыло, потом как носят какие-то различные наряды, мы наконец-то пришли в ресторан. Вот здесь у нас накрыто на нашу группу. Сейчас посмотрим, чем нас будут кормить. Нам принесли супчик. У нас наконец-таки, да, начался наш обед. Первое блюдо – суп местный с киноа. Нам принесли наше основное блюдо – это форель труча, жареная картошка, как обычно, рис и овощи. В целом обед очень вкусный, и супчик есть, и второе. А еще мы знали, что если брать эту экскурсию без обеда, то отдельно стоит этот ланч 25 солей. Поэтому вполне доступно. Не весь ланч я подснял. Еще у нас была остренькая закуска из томатов и лука. Там что-то такое было интересно. Ну а главное, еще был мой любимый напиток чайный из листьев коки и мяты. Да, то есть добавляешь отдельно мяту, листья, коки. Любимый, да? Нет, мне правда сейчас очень понравилось. Еще песочек туда сыпанул. И получается очень вкусный напиток, особенно на высоте. То есть получается, что помогает. даже никаких листьев чая не завариваешь, да, но у тебя вот эта вот настойка очень прикольно получается. И еще перестает кружиться голова. Если вдруг кто-то страдает горной болезнью, то это даже полезно. Да, поэтому если у вас ланч не входит в стоимость экскурсии, как у нас, то можете отдельно его за 25 солей очень недорого заказать. Друзья, сейчас мы пришли на местный рынок Меркадо. И здесь помимо товаров в палатках еще проходят вот такие вот танцы. Танцы, песни. Поэтому можно и купить что-то. Очень много изделий и из альпаки, и не только. И какие-то шапочки, шарфики, повязки. Ну а также полюбоваться местным творчеством. Вот такой хоровод получился из местных жителей, плюс участники нашей группы. Поэтому все пляшут, все веселятся. А мы надеялись, что у нас будет небольшой трекинг. Мы погуляем там до какого-то вьюпоинта, посмотрим интересные виды, но пока нет, пока такая чисто туристическая у нас программа. Сейчас у нас небольшая прогулка, идем пересекаем остров с одной стороны на другую, там нас будет ждать лодка. Виды, конечно, красивые. О, такой красивый ландшафт, домики. По дороге увидели здесь овечек, а также маленькую альпаку. Ну, овечки-то привязаны, далеко не убегут, а вот альпака к нам не хочет идти, да? Боишься? Сейчас проходим плантацию кукурузы. Здесь растет маленькая кукуруза, но сладкая, как нам рассказал гид. Вот так вот она выглядит. Вот, смотрите, какие красивые места. Мы сейчас проходим озеро Титикака во всей красе. Вышло солнышко, поэтому теперь очень приятно все это дело наблюдать, смотреть, снимать для вас. Мы находимся на небольшой возвышенности. Здесь такая тропка для прогулок. Поэтому вот этот маршрут нам очень нравится.
Такие обрывы каменные. Здесь можно и пофотографироваться, и просто видами полюбоваться. Просто шик. Наконец-то мы от этой экскурсии получаем то, что хотели. Это шикарные виды, природа. Ну и, конечно, озеро Титикака. Сейчас идем по этому острову, любуемся его красотами, невероятные виды. И озеро выглядит, знаете, как будто бы как море, а не озеро. Безусловно, сюда нужно приезжать, но именно вот для того, чтобы посетить этот остров. Поэтому, если вы планируете приезжать на острова Урос, обязательно посещайте еще остров Такили, потому что вот это вот путешествие нам понравилось именно из-за него. И вообще, когда приезжают сюда туристы, они выбирают, какие острова именно посетить, поэтому включите его в свой план. Вот увидели такого бычка здесь на дороге. По дорожке природной мы уже дошли обратно до нашей лодки, до катера, который нас здесь ждал. Сейчас поедем, видимо, уже обратно. Сейчас плывем по реке и видим, как местные собирают вот эту жесткую траву, не помню, как она называется, которую я вам говорил. Они используют ее как фундамент для постройки островов. Обратно плыли мы очень-очень долго, еще не доплыли. Больше часа, не знаю, часа полтора, наверное. Мы все ждем, когда уже наконец-то мы приплывем, потому что должны были закончить пол-третьего в 3 экскурсию. Время уже пол-4. Друзья, мы уже опять в городе Пуна. Мы наконец-то доехали. Ехали мы больше, чем 1,5 часа, наверное, да, обратно. Да. Нам очень понравился последний остров, на котором мы были, которым совершили прогулку. Первый остров, который был водный, скажем так, туда можно заехать на минут на 10, наверное, потому да, он что... слишком туристический. Угу. Такое чувство, как будто бы местные там вообще уже не проживают, просто приезжают именно для туристов. Но узнать эту культуру было весьма И в любом интересно. случае прокатиться по озеру Титикака, это любопытно, побывать здесь и не посмотреть на это озеро. Да, и такой must-have в Перу это Да. сделать. Эту экскурсию мы брали по цене $30 с человека. Можно найти подешевле, прийти, например, на автовокзал, там поспрашивать. Но у нас не было времени, поэтому мы взяли эту. Да, эта цена была средняя по городу. Все, друзья, мы сейчас отправляемся там обратно в отель. Вечером уже увидимся на ужине. Первое, что мы сделали, это заказали себе жасминовый чай. Сейчас на улице, конечно, прохладно. Недаром этот город находится на высоте почти 4000 метров. Угу. О, вкусно. Хорошо. Друзья, как вы поняли, сегодня мы ужинаем в японском ресторане. Заказали себе мисо-суп. Как нам сказали, он очень хорош, на высоте. Этот город находится на высоте, я уже неоднократно говорю, 3800 метров. До этого говорил 4, уже 3800 метров. А вообще 3860. Спускается потихонечку. Вот, заказали себе мисо-суп, в общем, и порцию роллов. Все это в двойном объеме, плюс маленький десертик, но потом еще его попробуем. А пока давайте начнем с супчика. А вообще, видите, набор роллов, он тоже разный. Каждый ролл отличается друг от друга. Ну да, стандартный такой мисо-суп, в принципе. С водорослями в ваками. Вообще, надо сказать, место приятное. В основном молодежь сюда приходит, потому что цены более-менее демократичны.
Кстати, роллы готовят из местных ингредиентов. Так как Пуна находится в отдалении от моря, то рыба вся речная. Ну, давайте пробовать уже. Ролл с авокадо, с лососем и сыром Филадельфия. Ну, ничего, нормально. Рыбка вкусная, сыр Филадельфия вкусный, рис не разваленный. То есть вполне пойдет. Вполне пойдет. Давайте еще чуть попробуем. Ролл со сладким омлетом. Я бы его назвал так. Кстати, соевый соус очень вкусный. А еще у нас есть дополнительные роллы в виде сердечек. Это был комплимент от ресторана. Да. Очень вкусно. Обычно я не люблю роллы с каким-то, ну, омлетом там, или еще чем-то, с беконом. Вот, но это с омлетом, нам сказали, что он такой будет интересный вкус, немножко сладенький, поэтому в этом, так сказать, комбо. Ну, так я сейчас быстро все съем, господа. Могу пробовать дальше. За меня, ребят, не переживайте, у меня тоже своя порция роллов, поэтому Кирилл там почти свои съел, а я только к своим сейчас приступлю. Вид такой интересный. На редиску похож. Вкусно. Немного странный, да? Вкус у имбиря у имбиря. именно как у этого у редьки дайкон, который вот это вот есть интересное. Один в один, только окрашенное в розовый цвет. От роллов не осталось и следа. Причем я с Кириллом даже не поделилась своей порцией. Но мы заказали себе десертик. Это такая рыбка с шоколадом, мороженым матча и клубничка. Рыбка это у нас панкейк. Интересный панкейк, потому что он внутри мягкий, а сверху хрустящий. И мороженое мне здесь даже нравится. Обычно я не люблю японское мороженое, а здесь оно вкусное. И попробуем еще один десертик, который нам тоже принесли в качестве комплимента. И сказали, что это сладкая картошка. Похоже, кстати, на пирожное картошка, знаете, такой Да? плотной консистенции. Ну да, что-то в этом есть. Прикольно. Просто оно не такого цвета, как у нас. Ну да, потому что у нас оно сделано, наверное, не из такой картошки. У нас это делается из бисквита. А здесь, видимо, из картошки настоящей. В целом вкусно. Рекомендую. Друзья, поскольку даже, видите, голос немножко севший, немножко прохладно на улице, вот, поэтому мы решили в конце нашего ужина все это дело сдобрить местным саке. Ну, как местным, японским, надеюсь. Вот, поэтому пьем за ваше и наше здоровье, чтобы все были здоровы. И за хорошую дорогу в Куско. Да, поэтому мы завтра уже выезжаем в Куско, или сегодня вечером? Сегодня ночью. Сегодня ночью выезжаем уже в Куско. Поэтому, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить путешествие по Куско. Ваше здоровье. Всем пока.